Всем привет, добрый день, добрый вечер, как у вас дела? Если вы новый на мой канал, добро пожаловать. На это видео сегодня я решил с вами поделиться некоторые вещи, которые меня часто задают. Как люди в Нигерии или в Африке думают о России. Я честно тебе скажу, когда я узнаю, что я буду учиться в России, я начинаю искать информацию, которые есть про Россию, чтобы я изучал, что-то нельзя, что-то можно и что-то не нужно. Что мы знаем про Россию, это погода. Говорят, что в России холодно, невозможно жить. Если там уезжать, тебе плохо будет из-за что там холодно, а здесь в Африке тепло. Это я понимаю, почему так, потому что в кино показывает, что здесь холодно, именно здесь в России холодно и очень. Но я приехал уже, и я видел, что да, холодно, но не везде. Есть где холодно, есть где теплее, есть где нормально. Если, например, на юге живет, там же теплее, например, это город Краснодар, Воронеж, все это, у них температура по-другому. А если человек на севере живет, все тоже по-другому, там более холодный. И погода совсем по-другому там. Поэтому сейчас я уже прожил несколько времени в России. Я могу сказать, что это не ложь. Но я бы не сказал, что это все правильно 100%. Нет. Что считаю, что народ в России или русский народ, они холодные, они не помогают или какой-то негостеприимательный или что-то. Но я это бы не согласился с людьми, которые так думают. Но понимаешь, люди уже накрутили, создал какой-то идея или какой-то и продал много людей, и много на это верит. Конечно, я понимаю, это медиа, что и насчет, что люди не улыбаются. Ну, конечно, понятно, что люди не улыбаются постоянно. Тут улыбка, это значит, что этот человек ты знает. Есть причина, почему так. Надо понимать, почему люди так делают, чтобы начало судить или делать вывод, что если человек не улыбается, как эти ребята, значит, они так и нет. Я сам говорю по опыту, потому что мне здесь в России помогали много местные русские насчет жизни здесь, учеба, все много чего. И они мне даже сегодня только как это видео сделать. Я ждал моего друга где-то. И я пытался дверь открывать, а там закрыто. Мне подошла какая-то женщина, которая сидит на скамейке, и мне подошла ко мне и сказала, там закрыто, вот выход. Я говорю, да, спасибо большое, я знаю, просто я хотел знать, если он туда зашел. Понимаете? Человек просто могла сидеть и не реагировать, и делать мне, типа, мне пофиг, не надо ничего. Это не касается меня или что-то так. Но, виду, подошел. Это не только первый раз. Часто так бывает. Иногда со мной, иногда в метро, когда я иду, не знаю, где-то или какой-то улица, я не знаю, как попасть в какой-то дом. Иногда подходит ко мне человек и говорит, что ты потерялся? Я говорю, да, как попасть сюда? Он говорит, давай пошли со мной, тебе покажу. Вот, человек удалил свое время со мной, несмотря, что он меня не знает. Понимаешь? Но человек, они всегда. Я не хочу сказать, что нет плохих людей. Есть плохие люди, есть агрессивные, есть люди, которые не нравятся. Но это мало процент. Больше стараются тебе помогать. Даже иногда покупают тебе что-то, иногда бесплатно тебе что-то дадут. Вот. Поэтому я не буду сказать, что русский народ или люди местные здесь не так гостеприимны или им такие серьезные лицо или что-то. Нет, это не совсем правда. Когда ты слова водка слышишь, ты сразу думаешь, это Россия. Вот это так нам, когда дома много, так думаю, типа. И еще что-то читал в онлайн, и что-то люди видел. Типа, часто люди пьют водку. Типа, это как, типа, невозможно поесть без водки, типа, на места вода это водка. Типа, люди бухают, типа, пьют постоянно налево, направо. Но, конечно, это когда дома это читает, и фильм тебе показывает, а ты что делаешь? Ты поверить это же. Потому что, как грубо говоря, ты еще в этой стране не был. И человек, мы такие же, большинство людей верят много чего. Они даже не знают, правда или нет. Просто что они видели или что-то кому-то им рассказал. И они уже его сделали с этого, что я думаю.
Короче, по мой взгляд, я хочу сказать, что я приехал уже, и здесь оказывается, что не так совсем, как говорят. Люди пьют водку, конечно, пьют, это же традиционное что-то, но это не часто, это когда есть какое-то мероприятие или что-то. А есть люди, которые посел на это и постоянно пьют. Конечно, это везде, это болезненно, везде, в всей стране есть люди, которые пьют алкоголь и не могут жить без этого. Это не значит, все граждане этой страны все пьют. Нет. Даже что часто пьют, я заметил, во все время я вырос, это чай. Постоянный чай пьют. Типа утром, вечером, днем. 5 раз можно чай пить. Вот это что я знаю, что часто пьют. Вот поэтому я на это не согласился 100%, что везде все пьют. Даже если в не даже нравится запах, и даже не хотят попробовать. Есть некоторые люди здесь говорят, что я никогда в жизни не пил водку. И это правда, что в России есть мафия, бандит, шпион, все это. Это, наверное, слишком много американских фильмов смотрели. Или что-то написано в статье, люди прочитали, из этого люди так думают. Но это я не знаю, как сказать. Но когда смотрит американский фильм, всегда, когда участвуют там в русские, всегда либо они шпион, либо они продают оружие, либо они что-то плохого занимаются, ФБР, нужно их искать и так далее. И, конечно, люди начинают собирать информацию о стране и мнение, как или идея о стране из-за этого, как люди тоже здесь смотрят медиа и представляют, что везде в Африке бедные люди живут и нет где-то хорошо. Это неправда. И это не значит, что такого нет. Это есть такого, но я бы не сказал, что это 100% так. Здесь я никогда не встречал кто-то мафия. Даже я прочитал, она говорит, что это 90 тысяч людей, наверное. Семья мафии или что. Короче, это я не разбираюсь. Но такие мнения людей есть, типа. Ну да, типа, если это же медведь, Миша, типа, я помню, в прошлом раз я домой поехал, там парень со мной, типа, ну, ребята, или в аэропорт, когда сотрудники миграции или как-то спрашивают, куда летать, я говорю, в Россию, я говорю, ой, там медведь, тебе не медведь, там гуляй, я слышу, что на улице медведь, у них домашний живот, это как, это медведь. Я говорю, откуда вы это все читаете, Исму? Он говорит, ну, онлайн же. И нам рассказывают, что в России для их медведь это такой маленький кошка или какой-то. Это ничего страшного. Можно держать дома. И ничего. Это, короче, обычная типа жизни в России. Я говорю, это неправда. Домашние животные, которые часто ты встретишь в России, это в российский дом, это кошка, кот. Они много, наверное, 50% или 60%. Еще второе это собака. И остальные мелочи животные, типа крылок, что-то, кто-то по-разному. Но медведь, чтобы человек держит в квартире, такого не бывает. Что-то говорят про медведь, что они гуляют в городе. Как раз читаешь, что это домашние животные, с ним можно прогулять на улице. И иногда я смотрю YouTube тоже, как люди оставляют комментарии на некоторые видеоролик, где человек, медведь сидит, болтает, и они говорят, вот, это нормально, обычная жизнь в России. А иногда это как раз, я здесь в России, я читаю это, я иногда, типа, в шок, типа, как люди могут так сразу верить все, что-то они видят вообще онлайн, типа. Шот это домашний живот, это медведь. Медведь это домашний живот в России, это неправда. Это я не согласен. Или что гуляет в Москве. Rural areas. Rural areas in Russia. Basically, the деревни and this называется село или так. Там, да, you can встречаться them на дороге. Но это очень редко. Это очень редко. Но бывает, вот, насчет это я бы сказал, да. И, конечно, все миры знают, что АК-47 и некоторые оружия, типа автомат, производят из России. Из этого, ну, в России сделали. Из этого, конечно, когда смотрят фильм или что-то, все знают это. И из этого меня иногда спрашивают, там легко покупать это оружие. Я не знаю, я никогда не интересовался на это, но я бы не сказал, что это легко. По моему мнению, но может, у меня нет какой-то особенный факт, но про что-то я видел, поэтому я бы сказал, нет, оружие здесь сложно покупать. И я помню, когда я сказал, что я в Россию приезжаю учиться, и мне говорили, что
Там церковь нет, уже людей неверующие. Тебе как будут держать свои религии или как? Я говорю, серьезно? Они говорят, да. Говорит, что там нельзя, тебе можно посадить из-за этого. Не, реально, если честно с вами, есть некоторые люди 100% верят, что в России нет религии. Может быть, какое-то время в истории или во время в России, или особенно советской, то, наверное, запретили людей, чтобы собирался или чтобы ходили в церковь. Я не знаю, это правда, но я прочитал, говорит, что во время Сталина, Джозеф Сталин было какое-то время, но это не официально, но питались, но не было какой-то закон, что нельзя молить, нельзя типа ходить в церковь или нельзя принять какой-то религию. Нет, даже Библия нельзя читать, найдут, это проблема будет, тебе может посадить. Но, конечно, я не знаю, было такого момента, или это кто-то смотрит из Африки или что-то, или в Африке живут и думает, что в России нет религии. Это неправда. Ислам, есть христиан, есть православие, есть буддизм, есть и иудаизм, все виды, которые не веруют. Да, есть такие люди, конечно, это везде, даже в Африке есть люди, которые, они ничего не верят даже. Но хожу в церковь, когда есть время. И меня никто не арестовал за то, что я ходил. Или я Библию, у меня есть Библия, я читаю. У меня ребята ходят все время, никто не арестовал. И, конечно, это будет, заключение, типа последнее, это насчет расизма, типа говорит, что здесь невозможно жить в темной коже или иностранец, именно темной коже африканец невозможно, потому что тебя убьют или тебе что-то сделают. Для меня, лично для меня, я бы сказал, что меньше столкнулся с этого. Я даже ночью гуляю, вечером не смотрю, где, как, даже места, где читаешь, что это опасно. Конечно, я не тупой, говорю, что ой, мне ничего будет случиться, я пойду туда. Не. Но я хочу сказать, что несмотря на что говорят, что там опасно, я хожу туда, и меня ничего не сделали. И я не советую, типа, попробовать так, но что я хочу сказать, это насколько как люди думают, что здесь африкански невозможно жить. Это неправда. Они здесь принимают. Кто-то не рад, конечно. Но это везде.